Нужно ли всегда рисовать идеально? Зачастую этот вопрос становится проблемой. Это происходит тогда, когда стремление все делать идеально начинает мешать творчеству, мешает рисовать живые работы. Человек перестает слушать себя, свои внутренние желания, свою интуицию и начинает следовать каким-то выдуманным правилам идеальности, превращая это в некую ограничивающую установку. Такое, к сожалению, происходит не только в творчестве, но и в жизни в целом. Я не открою истину, если скажу, что есть такие люди, которые словно привыкли жить по правилам, написанным в учебниках. И отсюда начинается вот это вот все ограничивающее. Рисовать надо только так, рисунок должен выглядеть только так, а жить можно только вот так. Все, шаг вправо, шаг влево, расстрел. И мне кажется, что такой образ мышления человека отражается и на его творчестве, и на способности выражать себя в жизни. Почему я решила поднять этот вопрос? Потому что ко мне не впервые приходят ученики, у которых есть талант, есть способности, есть огромное желание рисовать и учиться, но они словно окутаны вот этими установками и шорами, которые мешают им самим увидеть в себе потенциал. Через меня прошли сотни разных людей, и я не могла не заметить все эти похожие сценарии, а выглядит это примерно следующим образом. Приходит новый человек, приносит несколько папок с сотнями своих классных рисунков, среди которых портреты, наброски, упражнения на драпировке, на анатомию, в которых я уже вижу хорошую уверенную технику, и помимо того вижу, что человеку не лень было самому потратить кучу времени на все это. Но при всем при этом человек сомневается в своем навыке, думая, что все еще недостаточно хорош, чтобы считать себя художником. Хотя я лично считаю, что художником человек становится не тогда, когда, допустим, его картина была повешена в музее, а уже тогда, когда у него стол начинает ломиться от количества рисунков, которые он рисовал, просто потому, что ему хотелось рисовать. Но что обычно получается? Человек может нарисовать 100 работ, но в каждой будет видеть несовершенство, несоответствие какому-то выдуманному идеалу, и прячет их в стол, никому не решаясь показывать, боясь реакции других людей. Поэтому это видео я решила выложить для тех, кто следует точно таким же сценариям, то есть тихонько дома рисует, складывает в папочку свои работы и продолжает считать, что его рисунки стрёмные, страшные и недостаточно хорошие для кого-то. Дорогие художники, которые боятся самих себя, поймите, что эти мысли, они только ваши. Они существуют только в вашей голове. Показывать свои работы другим людям надо, потому что пока вы не получите обратную связь от других людей, причем от большого количества разных людей, вы не сможете объективно себя оценить и понять, действительно ли вы еще пока плохо рисуете и вам просто нужно продолжать рисовать и учиться, или вы уже действительно классно рисуете, но вас и ваше развитие останавливает страх перед мнением других людей. К сожалению, многие творческие люди очень ранимы, уязвимы и сверхчувствительны. Оттого и возникает это желание спрятаться в ракушку, чтобы никто не сделал больно, не сказал, что ты плохой, что что-то делаешь не так, не наехал на тебя, не оскорбил и так далее. Наш мир действительно бывает жесток, и в нем живут бестактные люди, которые не следят за своим языком. Но это их проблемы, а не ваши. Помните, что мнение других людей – это всего лишь мнение, и оно не должно управлять вашей жизнью. И вот сейчас я своим примером хочу показать, что ничего страшного не произойдет, если я нарисую не самую свою идеальную работу и выложу это в YouTube на всеобщее обозрение. Вот я рисую набросок девушки. И я понятия не имею, получится у меня классно или нет, понравится он другим людям или нет. Но я буду относиться к результату, каким бы он ни был, спокойно.
Я не буду ругать себя за то, что у меня не получился нос, а волосы какие-то не такие. Потекла акварель, смешалась с чернилами, образовалась грязь и так далее. Я рисую так, как мне хочется, как мне нравится. Я творю. Я хочу, чтобы моя работа была живой. Я полностью позволяю себе погрузиться в процесс творчества и экспериментов. И я имею на это полное право. Я экспериментирую. То есть вот взяла скетчбук, перо с чернилами, сделала набросок без карандаша, как получилось. А затем мне захотелось взять акварель и залить все это цветом. И посмотреть, что получится дальше. И вот я решила все это снять и выложить. И какой у всего этого будет результат, меня не волнует. Я выложу видео и просто пойду жить дальше. И да, окей, я знаю, что могу нарисовать работу лучше, как, например, вот здесь. Я знаю, что могу сесть, сосредоточиться, потратить не один час, выстраивая и вылизывая рисунок до совершенства, если мне самой этого хочется. Или если этого требуют обстоятельства. Например, я рисую работу для заказчика в конкретном стиле, или если бы я училась, и это нужно было бы для сдачи экзамена. Но я при этом понимаю, что мне ничего никому не нужно доказывать, и что мои работы не обязаны быть всегда идеальными. Всегда и во всем стремиться к идеалу – это значит жить в постоянном напряжении и тревоге, постоянно бояться, кто и что про вас скажет или подумает, постоянно подстраивать свою жизнь под чужие ожидания, рискуя прожить ее не так, как хочется вам, а так, как хотят этого другие. Задайте себе один вопрос. Оно вам надо?